Всем привет! Сегодня хочу собрать в одном ролике все, что нам постепенно показывали перед годовщиной Dragonair. Информация появлялась по частям, новая картинка, новый промокод, новый тизер. И если смотреть каждый такой анонс отдельно, то можно довольно легко потерять общую картинку. Но если все поставить в правильной последовательности, становится намного интереснее. Особенно с учетом того, что все больше внимания уделяется персонажу, которого игроки ждут уже давно. Это Дитя Хаоса. Причем мы не просто давно знаем про этого персонажа. В свое время именно игроки путем голосования выбирали его будущий дизайн. Поэтому сейчас особенно интересно наблюдать, как разработчики наконец начинают раскрывать все больше подробностей о его появлении. Но перед тем как начнем, небольшой конкурс. Среди комментариев под этим роликом я случайным образом выберу одного человека, который получит от меня довольно-таки жирный промокод. Условия максимально простые. Нужно будет поставить лайк этому ролику, быть также подписанным на канал и оставить комментарий под этим видео. Можете сразу, в принципе, написать свою теорию о том, что, по вашему мнению, связывает Дитя Хаоса и Темную Леди. А теперь давайте разбираться. Если вы хотите поддержать канал, вы можете просто осуществлять свои внутриигровые покупки по моей ссылке в описании под каждым роликом по очень выгодным ценам, за что вам буду весьма благодарен. И также внутриигровой магазин, в ежемесячных наборах вы можете ввести мой код создателя и получать за это каждый месяц бесплатный гелиолит. Началось все с события Tavern Night, и если переводить смысл, то звучит как вечер в таверне. На самом деле на первой картинке нам практически ничего конкретного не рассказывали. Мы увидели Темную Леди, видели большую шкалу прогресса, 5 закрытых этапов и понимали только общую идею. Игроки вместе выполняют условия события, постепенно открывают новые этапы, получают общие промокоды для всего сервера, а вместе с этим разработчики раскрывают новые подробности годовщины. То есть Ночь в таверне — это по сути такой небольшой подогрев перед юбилейным событием. Причем уже на первой картинке нам показывают один из главных физических призов. Это официальная фигурка Темной Леди. Дальше 5 этапов начинают постепенно открываться. И если их поставить в правильной последовательности, появляется Dark Arrives, затем Battle Forge, потом Heartbound и после этого Fortune Fall. Ну и финальный этап Final Reward. Теперь давайте пойдем уже по каждому из них. Первый этап — это Dark Arrives, то можно перевести примерно как «Тьма прибывает». И именно здесь нам впервые нормально показывают официальную фигурку Темной Леди. Но меня здесь заинтересовала еще одна фраза. Рядом написано «Высший порядок не сходит». И вот эту формулировку я бы пока просто запомнил. Потому что разработчики не объясняют, что именно имеется в виду под порядком. Это может быть связано непосредственно с Темной Леди, может быть частью ее истории, а может быть намеком на какую-то более крупную тему будущей годовщины. Пока делать точные выводы рано, но само сочетание довольно-таки любопытно. Темная Леди, тьма прибывает, и одновременно рядом появляется упоминание некого высшего порядка. Кроме этого, здесь впервые рассказывают о будущем юбилейном розыгрыше. В нем будет возможность получить ту самую физическую фигурку Темной Леди. На этом первый тизер практически заканчивается, а вот следующий этап уже намного интереснее. Код называется Battle Forge, и здесь появляется Дитя Хаоса. Причем это важно понимать, что это не какой-то внезапно придуманный персонаж, игроки знают его давно, мы давно ждем его полноценного появления. И как я уже говорил, когда-то именно сообщество путем голосования выбирало ему дизайн. Поэтому сейчас интерес вызывает не сам факт существования Дитя Хаоса, интересно другое. Почему именно сейчас его начинают настолько активно связывать с годовщиной и с Темной Леди? Потому что на этой картинке нам показывают специальное сюжетное испытание, посвященное сразу двум персонажам. Это Темная Леди и Дитя Хаоса. И называется эта история «Око разлома». Но самое интересное находится дальше. Разработчики говорят, что нас ждет давно погребенная или давно скрытая история, которую игрокам предстоит раскрыть. И вот это уже действительно важная сюжетная подсказка. Потому что получается, что Темная Леди и Дитя Хаоса связаны не просто одним новым событием, нам прямо намекают на какую-то историю из прошлого. И сразу появляется куча вопросов, что именно произошло между ними. Почему эта история была скрыта, что вообще такое Око Разлома, они были врагами,
они когда-то действовали вместе, или их связывает вообще совершенно другое событие. Этого нам пока не объясняют. И я бы не стал придумывать ответы за разработчиков. Но одно уже очевидно. Темную леди и Дитя Хаоса намеренно связывают общей сюжетной линией. И после этого уже нам открывается следующий этап – Earthbound. И тут уже само название заставляет задуматься. Его можно перевести примерно как «связанные узами», «связанные сердцем» или более свободно, как «связанные судьбой». И скажу сразу, я не утверждаю, что здесь есть какой-то романтический намек, такой информации у нас нет. Но сама последовательность выглядит интересно. Сначала появляется темная леди, потом мы узнаем про ее общую историю с Дитя Хаоса. Нам говорят, что эта история давно скрыта. И сразу после этого появляется название связанными узами. Это может оказаться простым красивым названием промокода, но полностью игнорировать такое совпадение тоже сложно. А содержание самого тизера уже вполне конкретное. Нам говорят, что за прохождение сюжетного испытания Темной Леди и Дитя Хаоса к нашей команде присоединится легендарный герой. При этом самого героя нам намеренно не показывают. На его месте изображен кристалл со знаком вопроса. И поэтому появляется еще одна загадка, кто это будет. Сам Дитя Хаоса, или кто-то уже из известных персонажей, или вообще совершенно другой герой. Пока что ответа нет. Так что обязательно напишите свою версию в комментариях. И раз уже заговорили про комментарии, еще раз напомню про конкурс. Среди своих комментаторов этого ролика я случайным образом выберу одного человека, который получит очень хороший промокод. Условия простые: лайк, подписка и любой комментарий под видео. А мы двигаемся дальше. Следующий этап – Fortune Fall. И здесь нас снова возвращают к Темной Леди и ее фигурке. Нам показывают предварительное описание отдельного праздничного розыгрыша. Из этого тизера уже можно узнать несколько деталей. Во-первых, одновременно будет доступно несколько призовых наборов. Во-вторых, каждая попытка гарантированно приносит какой-то приз. То есть речь идет уже не просто о том, что где-то можно будет выиграть фигурку. У события есть отдельная система розыгрыша с несколькими наборами наград. При этом подробностей пока немного, мы не знаем полный список наград, мы не знаем всех условий участия, мы не знаем количество попыток. Поэтому здесь лучше дождаться полноценного описания, но сама идея выглядит довольно-таки интересно. И наконец мы доходим до последнего этапа, Final Reward, то есть буквально звучит как финальная награда. И здесь происходит, пожалуй, самое интересное для тех, кто давно ждет Дитя Хаоса. Нам наконец-то раскрывают первые подробности его игрового процесса. И самая важная информация: Дитя Хаоса сможет свободно переключаться между всеми стихиями. Это вообще имба. Надеюсь, не как главный герой. И вот это уже звучит действительно интересно. Разработчики также прямо намекают, что благодаря этому персонаж может подходить для большего количества разных команд. То есть его главная идея, судя по первому описанию, это именно универсальность. Не герой под одну конкретную стихию или одну конкретную команду, а именно персонаж, который потенциально может использовать именно в самых разных составах. Но здесь пока тоже очень много вопросов, как именно будет происходить переключение стихии, каким образом мы выбираем стихию вообще, скорее всего, как и главный персонаж. И также интересно, будут ли при смене стихии меняться способности, будет ли меняться тип урона, есть ли какие-то ограничения. Этого нам пока не показали. Поэтому сам факт использования разных стихий уже подтвержден. А вот насколько сильно и удобно это будет работать на практике, пока неизвестно. И теперь давайте соберем всю цепочку целиком. Сначала начинается ночь в таверне. Разработчики обещают постепенно раскрывать подробности годовщины. Первым делом нам показывают Темную Леди, ее фигурку, упоминание некого высшего порядка и будущий праздничный розыгрыш. После этого появляется Дитя Хаоса, которого игроки ждут уже очень давно. Причем его не просто показывают отдельно, его сразу показывают именно с Темной Леди через историю под названием Око Разлома. И нам говорят, что это будет какая-то давно скрытая история. После этого появляется этап под названием «Связанные узами», и за прохождение общей истории обещают какого-то неизвестного легендарного героя. Потом нам рассказывают часть механики розыгрыша фигурки Темной Леди. И в самом конце наконец показывают первую важную игровую особенность Дитя Хаоса. Возможность использовать разные стихии.
Поэтому, ну, лично для меня сейчас самая интересная часть всей этой подготовки даже не сам розыгрыш и не фигурка. Меня намного больше интересует именно история Темной Леди и Дитя Хаоса. Что такое Око Разлома, что между ними произошло, почему эта история была скрыта, почему после нее появляется сразу название, связанные узами, и почему разработчики решили раскрыть все это именно сейчас перед годовщиной. Вот здесь, мне кажется, нам еще есть над чем подумать. Ну и, конечно, отдельно самое интересное будет посмотреть на самого Дитя Хаоса, потому что его появление мы ждем уже давно. В выборе его дизайна участвовали сами игроки, и теперь нам наконец начинают показывать не только внешний вид и сюжетные намеки, но и реальные особенности персонажа. А возможность работать сразу с разными стихиями потенциально может его сделать одним из самых универсальных героев в игре. Но насколько это кажется сильным на практике, узнаем уже после полноценного раскрытия его навыков. Ну а теперь хочу услышать ваше мнение, что по-вашему связывает Темную Леди и Дитя Хаоса, что произошло в истории Ока Разлома, кого нам могут вообще дать за прохождение сюжетного испытания, потому что там непонятно. Ну и что вы вообще в общем думаете о механике Дитя Хаоса с разными стихиями? Обязательно пишите свои теории в комментариях. И напоминаю еще раз про конкурс, что среди комментариев под этим роликом я случайным образом выберу одного победителя, который получит довольно-таки жирный промокод. Чтобы принять участие, ставим лайк, подписываемся на канал и оставляем комментарий под этим видео. Также обязательно присоединяйтесь к моим площадкам, у меня есть телеграм-канал, где я стараюсь максимально быстро публиковать новости, промокоды и всю важную информацию по Dragonair. И есть Discord сервер также, где можно обсуждать игру, команды, события, магические шахматы и просто общаться с другими игроками. Ссылки на Telegram и Discord будут в описании под роликом, так что обязательно залетайте, всех буду ждать. Сейчас мы все ближе подходим к годовщине, поэтому новой информации наверняка будет становиться все больше. И все самое интересное будет разбираться отдельно. Ну а на сегодня у меня все. Пишите свои теории в комментариях. Не забудьте про конкурс, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать следующие новости по Dragonair. С вами был Infernal Engine. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующих роликах. Пока.